Биткоин – это первая в мире успешная децентрализованная цифровая валюта и платежная система. Она позволяет пользователю отправлять и получать средства без посредников, таких как банки или финансовые учреждения. Он был создан в 2008 году неизвестным человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Именно такой текст выдаст нам Google, если мы напишем в поисковике, что такое биткоин. Всем привет, друзья, и в этом видео я хочу рассказать, что такое биткоин и для чего он нужен. Поэтому усаживаемся поудобнее, будет очень интересно и полезно. Биткоин – это электронная криптовалюта, то есть такие же деньги, как евро, доллары или рубли. Главное отличие биткоина от национальных валют – децентрализация. У него нет своего центробанка, как у рубля, его никто не контролирует, не может напечатать, подделать или обесценить. Но биткоин не имеет физического вида, как монеты или банкноты. Биткоин не принадлежит ни одному правительству или банку. Его нельзя контролировать или изменять. Биткоин можно пересылать другому человеку, и преимущество его в том, что его можно отправить в любую точку мира всего за пару минут. Так как сейчас мы пересылаем деньги через банковскую систему. Но банк вам может отказать в переводе денег, так как банковская система следит за тем, сколько денег вы перечислили. То есть, когда вы делаете перевод другому человеку, перевод идет через транзитный банк. И банк может просто заблокировать вашу карту или отказать в переводе. Если у них возникнут вопросы, какому человеку вы переводите деньги, и если это большая сумма, то откуда они у вас взялись. Также сейчас отключены многие SWIFT переводы. И, например, чтобы перевести деньги человеку куда-нибудь за границу, нужен именно тот банк, у которого работают SWIFT переводы. Тогда как переводить криптовалюту очень удобно, без всяких SWIFT переводов. И никто не заблокирует ваш перевод. И ни у кого не возникнет никаких вопросов, откуда такая сумма и какому человеку вы переводите эти деньги. Почему биткоин вообще представляет ценность? Можно привести пример с золотом. Оно ценно, потому что трудно добывается, а запасы его ограничены. Биткоины тоже ограничены, их всего 21 миллион. Так изначально прописано в коде. И добыто уже более 16 миллионов. Чем дальше, тем медленнее и сложнее их добывать, тогда как расчеты требуют все большего времени. Золото представляет собой всеобщий эквивалент в реальности. Биткоин в интернете. Его уже приняли как международные корпорации и некоторые страны мира. Также раз в 4 года происходят известные события, которые ждут все криптоинвесторы. Когда это событие произошло впервые в 2012 году, биткоин за один год вырос в 100 раз. В следующий раз это событие произошло в 2016 году. Цена увеличилась в 31 раз. Последний раз это событие произошло в 2020 году, и тогда биткоин показал рост с 9 тысяч долларов до 69 тысяч долларов. И самое интересное, следующее событие намечено всего через 4 месяца. И как, возможно, многие догадались, речь идет про халвинг биткоина. Каждые 4 года в биткоине происходит сокращение вдвое. И как показывает история, предыдущие халвинги сопровождались стремительным ростом цен. Рост цены биткоина изначально заложен в его коде. Сатоши Накамото разработал биткоин таким образом, что каждые 4 года вознаграждение, которое получают майнеры за добытый блок, сокращаются вдвое. Поэтому происходит процесс выпуска монет биткоина до тех пор, пока их предложение не достигнет уровня в 21 миллион монет. Всего в истории было 3 халвинга. И все сложилось так, что сокращение монет стали основными факторами для роста цены биткоина. И сейчас всем инвесторам лучше выработать стратегию инвестирования, чтобы извлечь максимум с этого события. Но хочу сразу вам сказать, чтобы вы были готовы к тому, что в этот раз история может не повториться, так как у нас недостаточно данных. За всю историю у нас было всего 3 халвинга, и этого мало. Нам нужны сотни исторических примеров, чтобы получить доказательства, на чем можно будет спрогнозировать будущую цену биткоина. И возможно, предыдущие 3 халвинга были просто каким-то совпадением. Ждете ли вы роста цены биткоина, или истории не суждено повториться в этот раз? Благодарю вас за просмотр этого видео
и всем удачных инвестиций. Увидимся в следующих видео. Всем до свидания, всем пока.